Ты не боишься тишины, и тебе нормально быть наедине с самим собой, а окружающие говорят, что ты какой-то отстраненный. Но может быть эта проблема не в тебе, а проблема в их восприятии, а ты просто одиночка по натуре. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, я давно работаю в теме психологии отношений. И сегодня мы поговорим об 11 признаках, которые говорят о том, что ты одиночка по натуре. Если эта тема вам интересна, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами начинаем. Первый признак — это то, что ты восстанавливаешься в одиночестве. Вот какая-то шумная вечеринка, и вот вроде она заканчивается, люди говорят: давайте, вот, может, будем продолжать, поедем на какой-то автопати. А ты бы лучше поехал домой, там, не знаю, как-то вот под пледиком, в наушниках, как-то отдохнул, подзарядился, тебе важно вот ассимилировать опыт. Хотя вот другим людям может это казаться странным, что ты как-то вот отстраняешься. А ты не отстраняешься, просто тебе уже достаточно. Такой твой стиль отдыха. Второй признак — это то, что ты избирателен в людях. На какой-нибудь вечеринке тебе было бы приятнее общаться поглубже с кем-то одним, чем общаться со всеми подряд, но так вот как будто бы поверхностно. И может быть такая ситуация, что вот какая-то вечеринка, не знаю, какой-нибудь праздник, и вот ты встретил какого-то человека, и у вас с ним завязался разговор, и вы как-то вот немножко так отошли в сторонку и всю дорогу с ним общаетесь. Окружающим может казаться, что ты отстраняешься. Хотя ты не отстраняешься, ты как раз таки идешь туда, куда тебе нужно, вот в глубину, в какое-то спокойное общение с одним человеком. Третий признак: у тебя нет страха пропустить социальную движуху. Это вообще такое социальное явление, оно называется FOMO английскими буквами. Когда вот, скажем, занятие, после занятий вечеринка. Все туда идут, и тебе важно тоже туда попасть. Или какая-то конференция, тоже надо тебе попасть вместе со всеми. Или какой-то корпоратив в конце года. То есть вот есть такая ситуация, когда у людей есть страх, что они пропустят какое-то вот социальное собрание. Вроде как я буду чувствовать себя отверженным. Это вообще не твоя ситуация. Если все куда-то там собрались на какую-то дополнительную вечеринку, чей-то там день рождения, ты вполне себе нормально можешь это пропустить, если просто чувствуешь, что тебе как-то неохота туда идти. Четвертый признак, что ты одиночка по натуре: если ты не зависишь от мнения извне. Тебе не нужны там лайки, аплодисменты, какое-то одобрение. Вот есть люди, которые, вот скажем, ты попал в какое-то красивое место, вот ты там путешествовал, и вот очень потрясающий какой-то вид. И вот ты на него смотришь, и даже если никто не знает, что ты это видишь, если никто не знает, чем ты занимаешься, тебе нормально. Хотя есть люди, которым важно поделиться. Вот или вживую с кем-то поделиться, либо, не знаю, фотки выложить какие-то. Есть люди, для которых принципиально важно разделить свое, не знаю, какое-то удовольствие, разделить вот свое впечатление. Если ты не из этих людей, то вот ты одиночка по натуре. Ты можешь сам полностью получать удовлетворение от того, чем ты занимаешься, даже если никто вообще об этом не знает. Пятый признак — это если тебе сложно носить социальные маски. Предположим, какой-нибудь корпоратив, он длится 3 часа, а ты себя чувствуешь потом таким уставшим, как будто ты, не знаю, неделю работал сверхурочной. То есть тебе вот играть какую-то роль, такую социально приемлемую, длительно тяжело. Тебе проще было бы находиться в одиночестве или с каким-то одним человеком, где вы бы могли как-то так непринужденно беседовать, а находиться в каком-то таком мероприятии, где много людей, много каких-то процессов, тебе нужно всем соответствовать, все это учитывать, это сложно для тебя. Шестой признак — это такая ситуация, когда ты в компании людей можешь чувствовать себя более одиноким, чем один в пустой комнате. Это связано с тем, что, во-первых, у тебя хорошо работает способность выстраивать внутренний диалог, какое-то планирование, ты умеешь как-то рефлексировать, понимать, что с тобой происходит. А с другой стороны, это может быть связано с тем, что твой социальный круг состоит из таких людей, которых ты не вполне выбирал. Это какие-то коллеги на работе, родственники, скажем, родственники твоей жены там, или мужа, то есть, которых ты тоже не выбирал, какие-нибудь там соседи. И когда ты с такими людьми общаешься, ты понимаешь, что очень мало общего, и адаптироваться тебе как-то не очень хочется и подстраиваться под них. И находясь рядом с ними, ты чувствуешь себя действительно таким каким-то одиноким аутсайдером, потому что я не могу в это все включиться, что это происходит. Когда ты находишься один в пустой комнате, то там нет никого лишнего в такой ситуации. Седьмой признак — это если в компаниях ты часто бываешь наблюдателем. Ты знаешь, что вот тебе интересно подмечать, как о чем люди говорят, как они себя ведут. У тебя есть такая исследовательская жилка, что ли. И тебе нормально, тебе это нравится. Ты приходишь в какую-то компанию, наблюдаешь за другими людьми, тебе это интересно, ты размышляешь, что там с ними происходит. Находиться в центре внимания для тебя некомфортно, и ты стараешься как-то как можно быстрее перевести внимание на кого-то другого, отдать это внимание тем людям, которым это нужнее, и сам наблюдаешь за тем, что происходит. И при этом тебе хорошо, ты чувствуешь себя, что я отдыхаю в компании. Восьмой признак — это то, что ты не любишь, когда люди
вторгаются в твое личное пространство, ну, грубо говоря, ты такой тяжелый на подъем. То есть даже близкие люди, которых ты, как правило, рад видеть, если они без предупреждения, не знаю, когда к тебе там заявляются или там даже звонят, то тебе это неприятно, потому что ты не успеваешь подготовиться к тому, чтобы человек с тобой начал общаться. Это связано с определенной инертностью психических процессов, с преобладанием процессов торможения над возбуждением. И такие люди, как правило, более усидчивые, лучше занимаются каким-то одним делом, меньше отвлекаются. Но вот если вдруг кто-то вот так вот врывается в контакт, то тебе, как правило, от этого дискомфортно. Девятый признак — это то, что у тебя богатый внутренний мир. Скорее всего, ты интроверт. Ты можешь, не знаю, там целый день провести в каких-то мыслях, фантазиях, планировании, таким вот мечтаний. И самое главное, что в конце этого дня у тебя не будет ощущения, что ты день провел как бы напрасно. Потому что, например, люди, которым важно, чтобы у них было какое-то количество общения в их жизни, вот если ему приходится проводить день в одиночестве, он потом чувствует, что день как будто прошел зря. Я ни с кем сегодня не виделся, ни с кем не пообщался, как-то вот скучно. Это вот вообще не твоя ситуация. Десятый признак — это то, что ты ценишь тишину и покой. Вот есть люди, у которых идеальный выходной день — это день, когда человек куда-то едет, там что-то такое новое, феерическое, какие-то вот такие яркие эмоции, возможно, новые люди. Для тебя идеальный день — это вот когда ты сидишь дома один, музыка или твой любимый какой-то фильм, не знаю, там, или книжку ты читаешь, ты точно знаешь, что тебя никто не побеспокоит, тебе комфортно, и вот для тебя это вот такая тишина, спокойствие, это те вещи, которые ты ценишь больше всего. И ты, возможно, очень много работаешь и как-то стремишься к тому, чтобы обеспечить себе вот такую зону спокойствия и такого какого-то чиллаута. 11-й признак — это то, что ты чувствуешь себя целостным и без отношений. Есть люди, которые, когда, скажем, отношения закончились, человеку нужно побыстрее, чтобы у него начались новые отношения, потому что у него есть такое убеждение, что вот, когда отношения — это нормально, когда отношений нет — это как-то ненормально. И вот это не твоя история. То есть ты можешь находиться в отношениях, можешь находиться без отношений, но у тебя нет такой цели, что мне нужны отношения ради отношений. Если в твоем круге появился какой-то человек, который тебе интересен, у вас начинается какая-то вот история, то там возможно, что будет какое-то развитие, возможно, будут выстраиваться какие-то отношения. Но это нужно не для, так сказать, такой социальной галочки, это тебе нужно для того, чтобы получить вот ту глубину, которую можно получить, возможно, в отношениях со значимым, ценным человеком. Быть одиночкой — это не про то, что ты как-то не умеешь адаптироваться в обществе, какой-то, не знаю, отстраненный и холодный. Это просто такая стилистика твоего поведения, такие твои характерологические черты. В современном обществе у нас есть такой вот разрыв. С одной стороны, надо понимать, что мы животные социальные, нам общение необходимо, нам важно общаться. С другой стороны, в современном обществе у нас перегрузка информации, перегрузка общения. Часто бывает, что уход к себе, уход куда-то в уединение является таким нормальным способом восстановиться и парировать вообще всю эту ситуацию. Поэтому тут важно разбираться в себе, то есть чего ты на самом деле хочешь. Ты хочешь уединения и чтобы тебя люди как-то, не знаю, не трогали, или так получается, потому что тебе не удается выстроить какие-то важные отношения. То есть нюансы находятся вот в этом месте, где важно отличить вынужденное одиночество от того, когда это действительно твой выбор. Если вы чувствуете, что вам сложно как-то вот с этим разобраться, если вы понимаете, что вам сложно выстраивать иногда отношения, и вы не понимаете, это ваши характерологические черты или это особенностей таких межличностных каких-то процессов, вы можете записаться ко мне на консультацию. Под каждым видео у меня на канале есть ссылки на соцсети, пишите личное сообщение, и мы с вами работаем. Иногда сессия нужна просто для того, чтобы посмотреть на свою ситуацию со стороны, потому что мы же находимся, так сказать, от первого лица в своей ситуации, и мы к себе предвзяты и не совсем как бы полно видим то, что с нами происходит. Поэтому обращайтесь. Также поделитесь, пожалуйста, в комментариях, если вы считаете себя одиночками, то какие вот у вас есть черты из того, что я назвал, с чем вы сталкиваетесь, возможно, с какими-то сложностями, а может быть у этого есть какие-то преимущества, которые другие люди не замечают. Если видео вам понравилось, тема кажется важной, ставьте лайк, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня, берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.